Начну я с истории, как мне позвонил человек и говорит, что у него на Nissan Примере не работает одна форсунка. Ну, мы же все привыкли видеть Ниссаны, да, какие они, что с ними, как выглядят внутри. Мы же опытные люди, не просто так, правильно? Я так прикинул, да, у меня есть микросхема для драйвер форсунок, там и все такое. Говорю, ремонт будет стоить столько-то, приносите, послезавтра будет готово. В общем, приносит мне компьютер, приходит время, я уже положил на стол донорскую плату, скрываю я компьютер в надежде увидеть там внутри L9302. Па-бам! А этой микросхемы тут нету. Точнее, тут есть процессор M59556. И есть хитрая микросхемка SDK 09. Вот эта красавица. Вот эта красавица. И как раз таки вся беда здесь. Как раз таки выход на первую форсунку. Он пробитый. И пробит насквозь через микросхему. Получается, что я сам себя озадачил. L9302 у меня под замену есть. А SDK 09 мне еще пришлось поискать. Хорошо, что есть Subaru. Ребята, блок тоже редкий, но зараза по поводу запчастей эффективный. Смотрите, что тут есть. SDK 09. Драйвер форсунок. Ну, я почти победил этот ремонт. И плюс небольшой бонус. У нас есть NEC D16-861 GS. Это как раз таки драйвер зажигания для того же самого Nissan. Так что, сняв эту микросхему, я купил покупку блока на запчасти. А сняв эту микросхему, поставив его в какой-нибудь другой Nissan, я куплю этот блок еще разок. Поэтому сейчас снимаем SDK 09 прямо здесь. И сейчас, без каких-либо промедлений, и снимаем ее с субаря. Будем впаивать исправно и проверять на качество работы. Блин, игла забилась. На качество работы драйвера форсунок. Сейчас иголочку почищу. Что-то. Угу. Погнали. Да ты что? Прям не хочет. Может, согреть ее. Пошло. Так. Снимем ее отсюда. Вот, у меня даже не хватает этого. Угу. Знаете что? Я так долго буду ее отпаивать. Я, наверное, вот так вот сделаю. Потому что на корпусе есть термопрокладки, которые на алюминий отводят тепло. И мне придется очень долго отпаивать эту
микросхему. Вот так вот. Погреем, погреем. Мне кажется, вот эта нога оторвется вместе с микросхемой. Да, есть малеха, зацепилась. Итак, мы имеем то, что имеем. Хорошо. Так, нога у нас осталась здесь, да? Давайте мы дорожку оставим в покое. 53 килоома здесь. А ногу нам придется удалить. Знаете, наверное, лучшим способом ее удаления будет спил. Сейчас мы спилим эту херню. И а что у нас тут? Земля. Да. Земля. Все, мы ее спилили, соединим с землей. Итак. То есть посмотрим, да, сюда для начала. А, вывод я уже оторвал. Ну ладно. Так. Ну ничего страшного. Теперь спаяем ее отсюда. Таким же способом, с помощью фена. Да, и с помощью той же самой насадки. Да. Отлично. Так, здесь у нас первая нога тут, с этой стороны. И также мы ее и поставим. Теперь нам необходимо здесь протащить массу. Хорошо.
Сейчас мы здесь зачистим малюка. Пару жил возьмем с этого, с какого-нибудь кабеля, провода многожильного. Да, господа, пришло то время, когда медные провода встали в дефиците. Я думаю, пару жилок нам хватит. Так ведь? Три. Да, три. Или две. Три жилки. Так, три жилки нам хватит. Сейчас вот это вот покроем немножечко ультрафиолетовой маской для ремонта печатных плат, чтобы оно тут не соскальзывало. Вот так вот сделаем, чтобы держалось хорошо и надежно. И немного хитрим. Смотрите, как один блогер показал. Чуть-чуть нагреем, чуть-чуть засветим. Маска затвердеет. Тридцать секунд нам подождать придется. Можем ставить. Так, это вот это вот будем ставить. Наведем тут порядок.
И впаяем микросхему. Чуточку прижмем. Прям красота. Мне это нравится. Тут помимо ключа еще лак заводской есть. Вот оно. Сильно усердствовать я с мойкой не буду. Так, чуть-чуть побрызгаем, чтобы было чистенько. Плюс этот нейтральный, никакого вреда платье, маски, меди не приносит, паяет очень хорошо. Все, вроде бы мы закончили с заменой микросхемы. Останется только его подключить и проверить. Блок я уже подключил. В общем, расскажу небольшой секрет от меня. Не секрет, может быть, это секретом ни для кого и не является. Но перед тем, как запускать на столе, я отпаиваю микросхему памяти. На всякий случай. Мало ли. Не то, что там я включаю-выключаю блок управления. А дело в том, что при попытке запуска с микросхемой, с данными в этой памяти, может что-то произойти. Вероятность, конечно, мала, но береженного Бог бережет. Сейчас я память снял, положил на процессор, и немножечко сейчас блок остынет. Воздухом его отдадим. Коленвал распредвал уже со стенда крутится. И попробуем включить. Включаем питание. И он у нас не алё, да? Все-таки придется его отвязывать от иммобилайзера, скорее всего. Записал я прошивку. Получается так, 13-й вывод в большом разъеме это коленвал. 14-й вывод это распредвал. Включаем. И видим. Все 4.
И хорошо прям работает. Поднимем обороты двигателя. И вот. Все замечательно работает. Напомню. EEPROM лежит на процессоре отпаянная. Во избежание изменения данных в этой EEPROM я ее отпаиваю, убираю в сторону. После чего я возвращаю все в заводские установки, собираю блок и выдаю клиенту. Еще два слова добавлю. Кстати, вот именно кстати, да, без EEPROM-ки на имовой прошивке вы можете увидеть вот это. Пожалуйста. Они запускаются, но потом уходят на нет. Почему в первый раз у меня не получилось? У меня был выкручен энкодер на эмуляторе сигналов. Он был выкручен на нет. В общем, поменяв амплитуду сигнала датчика коленвала, я получаю вот это. Также работают форсуночки, и все хорошо. Можно даже не заморачиваться с изменением дампа на безымовый вариант. Так что берите на вооружение. Я думаю, вам эта информация будет полезна. И хороших вам клиентов, господа. Делайте бизнес, зарабатывайте деньги. Пока.